Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир технологий будущего, которые уже сегодня становятся частью нашей повседневной жизни. Вы когда-нибудь задумывались, как быстро меняется наш мир? То, что вчера казалось фантастикой, сегодня уже доступно каждому из нас. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, 3D-печать, блокчейн – все это не просто мечты ученых, а реальные инструменты, которые помогают нам решать повседневные задачи и открывают новые горизонты. В этом видео мы рассмотрим самые захватывающие инновации, которые уже доступны на рынке. Узнаем, как они работают и какую пользу могут принести. Готовы ли вы узнать, как технологии меняют нашу жизнь прямо сейчас? Но перед этим не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. А теперь давайте вместе откроем двери в будущее и посмотрим, какие возможности ждут нас за горизонтом. Поехали! Искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это технология, которая позволяет компьютерам и машинам имитировать способности человеческого разума к восприятию, обучению, решению проблем и принятию решений. Другими словами, искусственный интеллект способен выполнять сложные задачи, ранее доступные только человеку. Более того, возможности искусственного интеллекта гораздо шире, чем у человека. Он ничего не забывает и способен быстро обрабатывать большие объемы данных. Искусственный интеллект умеет многое – писать тексты, генерировать фото, обрабатывать видео, работать со звуком и даже создавать виртуальных блогеров, которые говорят на всех языках мира. Люди используют нейросеть для обучения, работы, бизнеса, развлечений и творчества. Некоторые ИИ-сервисы успели войти в повседневную жизнь и стали незаменимыми помощниками в решении разных дел. ChatGPT, Midjourney, Jasper AI, Leonardo AI, Dectopus AI, SoundDraw AI, HeyGen. Наверняка вам знакома хоть одна из этих программ. И это далеко не полный список. Виртуальная и дополненная реальность, VR и AR. Это не просто технологии будущего, а технологии, которые меняют восприятие мира. Виртуальная реальность погружает пользователя в полностью искусственную среду, созданную с помощью компьютерных технологий. Дополненная реальность, в свою очередь, дополняет реальный мир виртуальными элементами, создавая сложное взаимодействие реального и виртуального. Чтобы попасть в виртуальный мир, необходимо надеть специальные очки или шлем и подключиться к компьютеру или другим гаджетам. Внутри устройства оснащены жидкокристаллическими дисплеями и стереоскопическими линзами с углом обзора 100 градусов, с помощью которых создается эффект полного присутствия. Умные датчики следят за движением головы и глаз, в соответствии с которыми изменяется картинка на экране. Видели ли вы когда-то голограммы знаменитостей или выдуманных героев? Это уже пример дополненной реальности. Такие образы используют на выставках, концертах, в цирке. Более того, эту технологию может протестировать каждый из нас. Любой пользователь социальных сетей и различных приложений может дополнить свою реальность, состарить или омолодить себя с помощью специальных фильтров, применить на себя маску животного или новую прическу. 3D-печать. Эта технология позволяет создавать реальные объекты из цифровой модели путем наслоения материала в один слой за один раз. Потрясающая головка принтера перемещается по траектории и наносит расплавленный материал, наращивая деталь слой за слоем. По мере застывания слои склеиваются между собой. В результате получается цельное изделие. Технология 3D-печати была запатентована в 80-х годах прошлого века, но популярность обрела относительно недавно. Были разработаны новые перспективные методики, и возможности 3D-технологий вышли на совершенно новый уровень. Для воспроизведения изделий на 3D-принтере используются специальные материалы, в основном пластики и металлы. Пластики более популярны, применяются практически в любой индустрии. Печать металлами чаще используется в медицине и машиностроении. На 3D-принтере можно напечатать макет здания, украшения, мебель, одежду, еду и даже кости и мышцы. Такое даже в голове не укладывается. Возможности 3D-принтеров безграничны. Автономные транспортные средства. Автомобиль, который едет сам, фантастика? Нет, реальность. Автономные транспортные средства способны контролировать окружающую обстановку и безопасно передвигаться практически без участия водителя. Автономность достигается благодаря постоянно развивающимся технологиям. Ряд датчиков, радар, сонар и GPS работают в тандеме, наряду с передовыми системами машинного обучения и процессорами.
которые интерпретируют и реагируют на сенсорную информацию. Программное обеспечение управляет всеми узлами, тормозит, ускоряется, меняет передачи и рулит, а сенсоры собирают для этого максимум информации об окружающей обстановке. Основными игроками на рынке беспилотных автомобилей на данный момент являются ведущие автоконцерны – Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Ford и BMW. Сегодня существует множество типов автономных автомобилей, и уровень их автономности варьируется от эпизодического подруливания и притормаживания до полноценного управления. Популярность этой технологии возрастает также с целью повышения производительности логистических процессов. Ведь АТС могут работать круглосуточно, они помогают обнаруживать препятствия и предотвращать аварии, а также снижают затраты на перевозки. Гибкие дисплеи. Существует ли экран, который может гнуться и изгибаться, не теряя функциональности и качества изображения? Конечно, это инновационная технология, позволяющая создавать гаджеты с уникальным дизайном и функциональностью. Разработки основаны на органических светодиодных OLED или других технологиях, позволяющих им гнуться без повреждения. С их помощью можно создавать устройства с различными формами и способами исполнения, например, складные гаджеты или телефоны с изогнутыми экранами. Также дисплеи обладают множеством преимуществ. Они ультратонкие, легкие, портативные, ударопрочные, имеют небьющуюся поверхность и низкое энергопотребление. Благодаря использованию технологии OLED, гнущийся дисплей не нуждается в источнике подсветки. Когда через него пропускают электричество, он излучает свой собственный свет. Технология действительно революционная, однако есть нюансы. Например, при постоянном складывании и раскладывании экран со временем повреждается, а высокая цена делает их менее доступными для широкого круга потребителей. Тем не менее, сегодня технологию гибких экранов используют такие компании, как Samsung, LG, Motorola, Huawei. Мобильная связь 5G. 5G – мобильная сеть пятого поколения, на которую, начиная с 2019 года, во многих странах происходит плавный переход. 5G является значительным прорывом в технологии мобильной связи, который обещает преобразить наш способ взаимодействия с цифровым миром. Сейчас средняя скорость загрузки данных в сетях пятого поколения достигает 200 мегабит в секунду, что уже в 10 раз быстрее аналогичного показателя у 4G. Например, полный фильм в высоком качестве загружается всего за несколько минут. Причем этот результат наверняка еще будет существенно расти по мере оптимизации инфраструктуры. Теоретически скорость 5G может достигать до 10 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. Это означает мгновенную загрузку данных и передачу больших файлов, видео высокой четкости без буферизации и гораздо более быстрый отклик в онлайн-играх. На 5G возлагают надежды как на средство обеспечения сверхбыстрой связи с минимальной задержкой, поэтому его планируют применять в таких критических сферах, как медицина, безопасность дорожного движения и тому подобное. Новая технология уже доступна в 78 странах мира. Лидерами по внедрению 5G являются Южная Корея, США и Китай. Блокчейн. Блокчейн, известный в первую очередь как основа криптовалют, но он находит применение в самых разных областях, от финансов до управления цепочками поставок. Блокчейн — это способ защищенного хранения и передачи данных в виде цепочки блоков, связанных друг с другом специальными ключами, в каждом из которых содержатся сведения о предыдущем. Говоря простым языком, это система хранения записей, где каждый блок содержит информацию и ссылку на предыдущий. Вместе они образуют цепочку. Так, данные в блокчейне защищены от изменений и фальсификации. Зачастую блокчейн-системы могут использоваться для решения прикладных задач, таких как межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах и группах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент и электронный нотариат. Прозрачность и безопасность блокчейн-технологий делают их идеальными для ведения записей и проведения транзакций без необходимости в посредниках. Сегодня лидирующими платформами блокчейна являются Bitcoin, Ethereum и Hyperledger Fabric. Живые роботы-ксеноботы.
Ксенобот – это уникальный организм размером с песчинку, созданный в лаборатории, который является одновременно и роботом, и живым существом. Ксеноботы были созданы в 2020 году американскими учеными из Университета Вермонта. Они были спроектированы с помощью компьютера из клеток африканских водных лягушек Xenopus laevis. Отсюда и название. Ксеноботы имеют ширину менее 1 мм и выглядят как маленькие капли. Они могут двигаться и работать в группах. Их можно запрограммировать на определенное поведение или выполнение задач, благодаря чему возможности применения ксеноботов практически безграничны. В отличие от обычных роботов, ксеноботы состоят из живых клеток, поэтому имеют способность к самоорганизации, самовосстановлению и даже репродукции. Некоторые из них способны захватить с собой груз и доставлять его в необходимое место. Конкретной миссии для ксеноботов еще нет. Технология только начинает набирать обороты. Но ученые видят перспективу в решении задач, связанных с человеческим организмом и окружающей средой. Например, очищение радиоактивных отходов, сбор пластика в океанах или транспортировка лекарства по сосудам человеческого тела. Нейроинтерфейсы. Управлять гаджетами силой мысли можно только в фантастических фильмах? Нет, сегодня это возможно и в реальном мире. Технология под названием нейроинтерфейсы позволяет взаимодействовать с компьютерами и устройствами прямо через мозговую активность. Желание человека совершить какое-то действие отражается в изменениях электроэнцефалограммы, что в свою очередь расшифровывает компьютер. В практическом смысле это позволяет носителю интерфейса превратить свои мысли в действие, например, управлять курсором компьютерной мыши. Существующие нейроинтерфейсы бывают 3 видов: неинвазивные, малоинвазивные и инвазивные. Первый тип устройств располагают на поверхности головы, как, например, в VR-играх. Малоинвазивные нейроинтерфейсы находятся на поверхности мозга, а инвазивные вживляют внутрь мозга. Последние часто используют в медицине, например, чтобы вернуть подвижность парализованным людям или даже улучшить память. Сейчас самый известный проект среди инвазивных нейроинтерфейсов – Neuralink Илона Маска. Чип размером меньше монеты неоднократно тестировался на животных, а в 2024 году имплант от Neuralink впервые был вживлен человеку. Бионические протезы. Бионические протезы – вершина технологического развития протезирования, которое помогает людям возвращать утраченные возможности. Если человек потерял конечность, бионический протез способен восстановить ее функционал. Все это уже давно не научная фантастика, а наша реальность. Бионические протезы работают от сигналов мышц культи. Как это происходит? В культи-приемник протеза установлены датчики, там, где сигналы от мышц самые сильные. Человек напрягает нужную мышцу на культе, а датчики реагируют на этот импульс. Процессор расшифровывает полученный сигнал через специальную программу. В ней записано, какое количество нажатий мышцы соответствует какому жесту. После этого протез выполняет определенное движение, сгибает колено, поворачивает кисть или сжимает пальцы. Бионический протез руки восстанавливает подвижность и мелкую моторику. С его помощью можно брать мелкие предметы, заниматься ручной работой, ухаживать за собой. Развитие этой технологии чрезвычайно важно, ведь потеря конечности – это огромный стресс для человека, который полностью переворачивает жизнь. Поэтому бионический протез – единственная возможность вернуться к полноценной жизни. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, какие технологии, по вашему мнению, являются самыми перспективными и вскоре могут стать неотъемлемой частью нашей жизни.